Я вас приветствую, мои дорогие друзья! Сегодня в этом видео я изготовлю полностью автономный маленький настольный сверлильный станок. Он мне необходим для сверления отверстий, очень маленьких диаметров. Сердцем данного станка будет являться вот такой мотор. Модель его 795. Покупал еще по старым ценам на AliExpress. Все ссылки на расходники будут в описании под видео. В общем, этот мотор имеет вал диаметром 5 мм. Имеются подшипники как спереди, так и сзади, что в моем случае очень хорошо, то есть ресурс у него будет довольно-таки большой. Работает он от 12 до 24 вольт и способен раскручиваться до 10 тысяч оборотов в минуту. Довольно-таки бодрый мотор. К нему также был приобретен вот такой патрон. Патрончик очень маленький. Он способен затягивать сверло от 0,3 до 4 мм в диаметре. В комплекте поставляется вот такой ключик и шестигранный ключик, для того, чтобы можно было затянуть на валу этого двигателя. Патрон не бьет, все работает четко, я уже проверял. Питаться все это будет от 3 литий-ионных аккумуляторов формата 18650, это высокотоковые аккумуляторы. Для них был куплен вот такой слайдер, для того, чтобы можно было в случае чего менять эти аккумуляторы, если вдруг что. Для этих трех аккумуляторов был приобретен вот такой BMS контроллер 3S на 40 ампер с запасом по мощности прям очень много. Ну и регулировать обороты двигателя я буду при помощи вот этого регулятора. Этот регулятор способен работать от напряжения от 10 до 60 вольт и способен протаскивать 20 ампер. То есть довольно-таки мощный регулятор. Также понадобятся две маленькие кнопки. Одна из них будет включать и выключать мотор, а другая кнопка будет включать и выключать саму подсветку для этого станка. Ну и также еще необходимо будет поставить вот такой штекер и вот такое гнездо, для того, чтобы можно было весь этот станочек заряжать. В качестве стойки для данного станка я буду использовать вал из нержавейки, диаметр его ровно 10 мм. Длина этого вала 400 мм. В общем, я этот вал разрежу на две равные части, потому что станок хочу выполнить на двух стойках. Для того, чтобы обеспечить максимальную жесткость конструкции и чтобы сам станок не вращался по оси. Сам корпус этого станка будет выполнен из такого небольшого количества черного металла. Я уже все порезал под размер, чтобы не тратить ваше время. В общем, станина, нижняя часть, будет выполнена из листа стали, толщина его 3 мм. Ширина этого листа 120 мм, длина этого листа 195 мм. Также здесь имеется уголок, в него будет крепиться сам мотор. Полка этого уголка 75 мм, толщина уголка 8 мм. Запас прочности здесь, конечно, колоссальный. В этом уголке просверлены все необходимые отверстия. Здесь имеется центральное отверстие диаметром 18 мм, чтобы можно было вставить сам мотор. Также имеются 4 отверстия диаметром 5 мм. Они нужны для того, чтобы обеспечить вентиляцию воздуха в самом моторе для охлаждения. Ну и имеются 2 отверстия диаметром 4,5 мм для того, чтобы можно было вставить и затянуть сюда установочные винты и притянуть сам мотор к этому уголку. Как вы видите, конструкция получается очень жесткая. Также нарезаны 5 пластинок. Это те пластинки, которые будут находиться на самих стойках. Верхняя часть толщина 10 мм и нижняя часть, к которым будет привариваться две стойки, толщина 5 мм. Крепление уже стоек через эту пластинку к этому листу будет происходить при помощи винтов. Для чего это нужно? Для того, чтобы обеспечить хоть минимальную регулировку. Также имеются 3 одинаковые пластинки, ширина их 35 мм, а длина их 50 мм. Две из них будут скользящие по двум стойкам, а одна для фиксации. Она нужна для того, чтобы можно было регулировать высоту подъема самого мотора по отношению к станине. Что теперь необходимо сделать? Необходимо теперь просверлить в 5 этих пластинках 2 одинаковых отверстия, чтобы они были идеально параллельны друг другу. Для этого необходимо будет сварить весь этот пакет между собой, сходить в соседний гараж и просверлить на сверлильном станке 2 отверстия диаметром 9,8 мм, а потом пройтись разверткой. Все это необходимо для того, чтобы обеспечить минимальные зазоры этой конструкции. Также еще необходимо будет небольшое количество всяких необходимых винтов для того, чтобы это все собрать в кучу. При помощи угольника я выравниваю пакет по одной плоскости и закрепляю его в тиски. С помощью сварки свариваю весь пакет сварочными точками, как с одной стороны, так и с другой стороны.
Произвожу сверление двух отверстий на расстоянии по центрам 30 мм и развертываю их до получения диаметра 10 мм. Размечаю вал на два равных отрезка по 200 мм и разрезаю его при помощи болгарки. Произвожу предварительную примерку валов и на гриндере стачиваю сварочные точки. На 5-мм пластине размечаю места под 7 отверстий. Сверлю отверстие сверлом 5,5 мм и зинкую фаски. На верхней пластине размечаю места под 2 отверстия. Сверлю сверлом диаметром 3,3 мм и нарезаю в них резьбу М4. На гриндере этой пластине я придаю овальную форму для эстетики. Далее я привариваю две стойки к нижней пластине. Размечаю обычным маркером места под сверление на станине, сверлю 7 отверстий сверлом диаметром 4,2 мм и нарезаю в этих отверстиях резьбу М5. Закручиваю болты, используя гибкий вал, и с обратной стороны отрезаю торчащие болты при помощи болгарки, а заусенцы я стачиваю при помощи обычного лепесткового круга. Далее я устанавливаю уголок в размер и затягиваю скользящие пластины в тиски. Контролирую плавность хода двух стоек по всей длине и привариваю с двух сторон, после чего я полностью свариваю два шва. На гриндере я полностью обрабатываю две детали, вывожу плоскости и снимаю фаски. В промежуточной пластине я сверлю два отверстия сверлом диаметром 4,2 мм и нарезаю в них резьбу М5. После черновой обработки сделаем, так сказать, первую примерочку. Посмотрим зазорчики. Промежуточная пластинка вставляется сюда. И сюда нам необходимо вставить две пружинки, которые и будут откидывать наш мотор обратно. Я нашел старенькие, они даже ржавые. Ну и протаскиваем две стойки дальше. Фиксируем вверху две стойки. Здесь нужна крестовая отвертка. Ну и механизм здесь очень простой. Выставляем сверлильный станок на ту высоту, которая нам необходима. Ну, допустим, вот максимум. Фиксируем два винта. И все. Ход станка у нас примерно составляет, сейчас мы померяем. Максимальный ход станка 35 мм. Все работает отлично. И зазоров здесь практически нет. Можем пододвинуть пониже. Примерно вот так. Опять же затягиваем. И расстояние до заготовки у нас уже меньше. Рычаг для этого станка я решил выполнить из сломанного штока от триммера. Его диаметр 7 мм. Но и так как шток выполнен из углеродистой стали и закален, его необходимо перед сверлением отжечь. Из старого диска по дереву я отрезаю небольшую пластину шириной 15 мм и длиной 50 мм. После чего я скругляю на станке углы и снимаю фаски. На рычаге я размечаю места под сверление и сверлю два отверстия диаметром 4 мм. В собранном виде ручка для этого станка выглядит следующим образом. Само коромысло к самой ручке крепится при помощи винта М4 и на него накручена гайка с нейлоновой прокладкой. Внизу самого коромысла и внизу самой ручки вставлены винты М5 и по две гаечки, это дистанционные гайки. В самом станке были просверлены два отверстия, и в них была нарезана резьба М5 в подвижной части и в неподвижной части. В закрепленном виде это выглядит следующим образом. Вставляем и закручиваем. Получился очень простой и весьма надежный механизм. Все работает просто безупречно. Две пружинки я заменил на одну более жесткую пружину, потому как их упругости не хватало для того, чтобы полностью откидывать мотор в исходное положение. Отлично. Рукоятку для рычага я решил сделать из балясины от старой кровати. Сверлю в ней отверстие и нарезаю резьбу под шпильку М6. После чего я затягиваю шпильку и отрезаю кусок длиной 27 мм при помощи ножовки. Далее закрепляю шпильку в шуруповерт и на гриндере придаю рукоятке сферическую форму. Рукоятку к рычагу я приклеиваю при помощи цианокрилатного клея.
Ящик для станка я изготовил из обычной 10-мм фанеры. Торцевой пилой выравниваю кромку листа, фрезером фрезерую паз шириной 4 мм и глубиной 4 мм по всей длине, после чего полностью отрезаю заготовку. Всю коробку я склеиваю при помощи обычного столярного клея, промазываю все пазы и торцы. Собираю коробку и фиксирую ее при помощи мелких гвоздей. Нижняя крышка выполнена из листа МДФ, и крепится она при помощи мелких саморезов. Это необходимо для того, чтобы ее можно было снимать для обслуживания электронной части. Сам же станок к ящику также крепится при помощи мелких саморезов. Станок я решил полностью покрасить в два цвета. Это черная матовая краска и ярко-желтая. Регулятор оборотов я закрепил при помощи винтов М3. А слот под аккумуляторы и БМС-контроллер я приклеил при помощи двухкомпонентного эпоксидного клея. Далее я беру 4 провода и при помощи шуруповерта скручиваю их между собой. Просовываю провода в термоусадочную трубку. Беру шпильку произвольного размера. В моем случае это вал диаметром 8 мм. И накручиваю провод в изоляции на этот вал. После чего хорошо прогреваю строительным феном. После остывания этот провод принимает упругую форму спирали. Устанавливаю в отверстие выключатели, устанавливаю регулятор оборотов и фиксирую его при помощи гайки. После чего надеваю ручку. После сборки вся электронная часть выглядит вполне себе аккуратно. Теперь настало время установить нижнюю крышку и закрепить ее при помощи саморезов. Далее я приклеиваю на крышке силиконовые ножки. Они необходимы для снижения вибраций и устраняют скольжение по столу. На подвижную часть этого станка я решил приклеить войлочные шайбы. Они необходимы для смазки двух стоек. Подсветку для этого станка я решил изготовить из одностороннего стеклотекстолита. Для этого я циркулем размечаю окружность диаметром 50 мм. Отрезаю ее при помощи болгарки и обрабатываю до круга на гриндере. После чего снимаю оксидную пленку при помощи наждачной бумаги. В воде я развожу крепкий раствор хлорного железа и погружаю в него будущую печатную плату с нанесенными на нее дорожками обычным маркером. По истечении примерно 5 минут времени плата полностью протравлена. Остатки маркера я снимаю обычной наждачной бумагой и приступаю к пайке. В качестве светодиодов я буду использовать SMD светодиоды формата 5730 и токоограничивающие резисторы на 220 Ом. Получаются 4 группы 3 последовательно соединенных светодиодов на напряжение 12 вольт. Теперь я ставлю двигатель, устанавливаю подсветку под самим двигателем и прикручиваю винтами М4 обязательно с гравирами, чтобы они не откручивались. Устанавливаю и фиксирую патрон на вал двигателя. Собираю полностью станок и устанавливаю верхнюю пластину. Перед работой я обязательно пропитываю войлочные шайбы обычным машинным маслом для смазки. Теперь я устанавливаю рычаг на станок. Просовываю провод в стальную трубу и фиксирую ее на станке при помощи двух винтов М4. После чего я фиксирую провод при помощи обыкновенного пластикового хомута. Это необходимо для того, чтобы провод не вытаскивался. Соединяю двигатель и соединяю подсветку. Итак, станок полностью собран и готов к испытаниям. Основание станка, столешница, получилось в 2 раза шире, чем я рассчитывал. А это обусловлено тем, что в конце я решил установить сюда вот такой вот ящик. Он необходим для того, чтобы в нем можно было хранить все необходимые инструменты, которые будут использоваться на этом станке. Здесь имеются маленькие сверла, алмазный брусок, заточное приспособление и набор ключей для этого станка. На лицевой панели имеются 2 выключателя и регулятор оборотов. Правый выключатель включает и выключает подсветку, а левый выключатель включает и выключает двигатель. Регулировка оборотов здесь очень плавная, от минимума до максимума. Подсветку я решил реализовать на стеклотекстолите. Диаметр этой шайбы 50 мм и светодиоды расположены по кругу. Здесь их получается 12 штук.
Почему я сделал именно так? Я хотел, чтобы подсветка была под сам патрон, под прямо само сверло. И расположены они у меня по кругу. То есть получается, с какой бы стороны я не производил сверление, то есть тень создать под сверлом я не смогу никоим образом. Рукоятка выполнена примитивно и очень надежно. Коромысло здесь выполнено таким образом только потому, чтобы вектор сил прилагался вдоль этих двух стоек, а не наискось, чтобы не происходило перекоса этого приспособления. На левой части имеется два винта, которые позволяют двигать это приспособление вверх и вниз. То есть вниз и вверх без проблем. А также здесь еще предусмотрен еще один винт, который полностью фиксирует сам мотор. Это необходимо для того, чтобы можно было производить примитивную фрезеровку. Жесткости станка для этих целей вполне себе хватает. Ну и прокладки, которые выполнены из войлока, выполняют две функции. Они смазывают две стойки, а также смягчают работу этого устройства. То есть все тихо, все мягко, все плавно работает. Теперь необходимо отрегулировать сам станок. То есть, чтобы сам двигатель, точнее ось этого двигателя была ровно перпендикулярна основанию этого стола. Как это сделать? Это сделать очень просто. Возьмем маленькую проволочку и затянем ее в патрон. Теперь необходимо эту проволочку отогнуть в бок и создать небольшой зазор по отношению стола. Для чего это нужно? То есть мы сейчас будем прокручивать эту проволочку по кругу, и зазор везде должен быть одинаковым. Тогда будет станок у нас находиться ровно перпендикулярно основанию стола. В горизонтальной плоскости станок стоит ровно, а вот в профильной плоскости станок прям немножко наклонен вперед. Для того, чтобы компенсировать этот зазор, я для этого здесь и делал болты. Я их сейчас просто откручу и поставлю под основание этих двух стоек прокладки. В качестве дистанционных прокладок я буду использовать никелевую ленту, которыми я спаиваю аккумуляторы. Она как раз таки очень тонкая и позволит очень точно выверить сами зазоры. Просто подкладываем. Сначала попробуем одну. Проверим. Касание. Еще. Затягиваем. Вот теперь станок стоит ровно. То есть у нас получается, что как в горизонтальной, так и в профильной плоскости ось этого мотора перпендикулярна основанию стола. Приступим к тестам. Начну с самых жестких. Сверление сверлом на 3 мм, сталь 10 мм. Ни хрена себе, как быстро. Сталь 3 мм. Вообще без проблем. Теперь попробую в работе вольфрам-карбидное сверло. Они очень хрупкие и требуют очень жесткого станка и больших оборотов. Сверло на 1 мм, сталь 3 мм. Блин, ну сверло очень хорошее, вообще без проблем. Просто без проблем. Ну, теперь хочу попробовать сверлышко 0,5 мм.
Обалдеть. Никогда такие отверстия такого диаметра в таком толстом металле я не сверлил. Не знаю, видно или нет, но сквозное очень маленькое отверстие. После стали, конечно, стеклотекстолит это просто игрушка. Ну да. Ну а теперь я хочу попробовать примитивную фрезеровку. Здесь я поставил твердосплавную фрезу. Есть у меня кусок оргстекла. Мне, допустим, нужно здесь подровнять плоскость. Попробуем. Ну, довольно неплохо. Ну и попробуем дерево. Тоже ничего. Итак, мои дорогие друзья, подведем итоги. По правде сказать, станок получился выше моих ожиданий. Я хотел полностью автономный станок, который был бы компактным и не громоздким. В общем, у меня это сделать получилось. Станок работает на аккумуляторах. Емкость аккумуляторов 2 ампер-часа, а это значит, что непрерывно он работать может как хороший шуруповерт. В задней части здесь имеется гнездо для зарядки. Можно заряжать как обычными 12-вольтовыми блоками питания, так и лабораторным блоком питания, то есть не вопрос. Станок получился очень жестким и точным, что немаловажно. И самое неожиданное для меня было то, что мощности этого станка достаточно, чтобы сверлить отверстия в 10-мм стали, причем без всяких проблем. Такой станок, такая конструкция станка может быть полезна для ювелиров, для рыбаков, кто занимается изготовлением воблеров своими собственными руками. Также он будет полезен для радиолюбителей, которые до сих пор изготавливают платы печатные своими собственными руками. Ну и для тех, кто занимается вообще мелкой работой. Для меня лично это будет отличный помощник, который будет работать и трудиться во благо. На сегодня у меня все. Всем, кому понравилось это видео, ставим палец вверх. Всем пока!